Вечером вы не можете заснуть, а утром чувствуете себя разбитыми. Тело ноет, шея затекла, сердце пошаливает, а иногда и голова раскалывается. Приветствуем вас на своем канале, друзья. Сейчас мы расскажем, в какой позе спать, чтобы сон был крепким и при этом ничего не болело. А главное, как правильно спать, чтобы не было нагрузки на сердце и на позвоночник. Ведь неправильное положение во сне – это прямая дорога к инфаркту и инсульту. После этого видео вы будете знать все о том, как правильно и в каких позах нужно спать. И да, вы не ослышались, любое нарушение сна, в том числе неправильные позы, влекут серьезные заболевания позвоночника и сердечно-сосудистой системы, которые, в свою очередь, способны вызвать инфаркты или инсульты. Давайте сначала разберемся, что влияет на качество сна. На самом деле здесь все зависит от большого количества факторов. Однако ключевым показателем является уровень мелатонина. Кстати, этот гормон разрушается довольно легко и быстро под воздействием алкоголя. Некоторые люди даже уверены, что выпив одну рюмочку перед сном, будут спать как младенцы, что, конечно же, является ошибочным убеждением. На практике быстрое засыпание под воздействием алкоголя часто сменяется внезапным пробуждением и бессонницей посреди ночи. Но есть еще один страшный и опасный враг нашего спокойного сна – это переедание. Если мы слишком много едим, кровь вместо мозга направляется на переваривание пищи в желудке, что значительно ухудшает качество сна. Более того, переполненный желудок сдавливает сердце и поджелудочную железу, особенно если мы пытаемся заснуть в неправильной позе. Вот почему категорически нельзя засыпать после очень большого приема пищи. Некоторые кричат, что они просто не могут заснуть на голодный желудок. Что ж, вы, конечно, можете заняться приемом пищи перед сном, но тогда есть риск проснуться однажды утром или, что еще хуже, не проснуться вообще. Так что для вас у нас есть второй вариант. Он более приятный и менее жуткий. Просто ужинайте за 3 часа до сна в течение недели, и вы удивитесь, что через 7 дней ваш организм не будет просить перед сном какой-нибудь сладкий пирожок. Он ведь умный, поэтому очень быстро поймет, что ему гораздо лучше спится, когда не приходится переваривать огромное количество пищи. Наконец, еще одна проблема качества сна связана с неправильными позами, которые могут негативно сказаться на здоровье. В этом отношении опасность гораздо серьезнее, чем может показаться. Малоприятные ощущения в виде онемения и покалывания в конечностях являются лишь малой частью проблем, которые могут возникнуть при принятии неправильных поз во время сна. Если это становится привычкой, то качество сна страдает, что приводит к постоянной усталости, головным болям и сонливости в течение дня. В конечном итоге это может привести к развитию синдрома хронической усталости, ухудшению иммунитета и возникновению других проблем со здоровьем вашего организма. Мы зачастую даже не осознаем, что эти проблемы связаны с нарушениями сна, и ищем другие причины плохого самочувствия. А все-таки, почему позы так сильно влияют на сон и общее состояние организма? Причина заключается в том, что неправильные позы могут приводить к зажатию шейных и позвоночных артерий, которые обеспечивают кровоснабжение мозга и других органов. В результате кровоток может быть нарушен, и органы не получают достаточно кислорода и питательных веществ, которые им необходимы для правильной работы. Это приводит к возникновению различных патологий, что в конечном итоге может обернуться инсультами, ну и, конечно, подобные нарушения сказываются и на вашем внешнем виде. Например, из-за ухудшения кровообращения и циркуляции крови наше лицо может принимать все 50 оттенков серого, да и отечность доставит немало проблем вашему внешнему виду. Какие положения во время сна опасны для здоровья и как правильно спать, чтобы хорошо высыпаться и чувствовать себя прекрасно? Прежде чем принять правильную позу, надо правильно подготовиться ко сну. Про необходимость отказа от алкоголя и плотного ужина непосредственно перед сном мы с вами уже говорили. Однако не менее важно тщательно проветривать спальню и делать элементарные дыхательные упражнения. Много времени это не займет, но спать после этой гимнастики вы будете действительно как младенец. Итак, сначала мы делаем глубокий вдох и полный выдох. Попробуйте при этом считать, например, до 6 раз. На первых порах это сделать будет непросто.
Пробуйте чередовать более короткие по продолжительности вдохи и выдохи, постепенно увеличивая их длительность. Таким образом, вы будете засыпать быстро и легко. А сейчас пришло время разобраться, какие позы для сна наносят вред нашему организму и почему это происходит. В первую очередь, это сон на животе. Нет, конечно, если у вас полностью здоровый позвоночник, то вы можете запросто позволить себе это удовольствие. Но если у вас есть хоть малейшие намеки на проблемы с позвоночником, то вы неминуемо будете просыпаться с болью в области шеи, а также с головной болью. Если вы регулярно спите в этой позе, ваши руки со временем начинают неметь, а это прямой признак нарушения кровообращения. Вторая поза – это поза лежа на спине. В этом положении чаще всего наблюдается храп и также скачки давления, нарушение дыхания и ухудшение свертываемости крови. А еще это недосыпание и утренние головные боли. А при выяснении причин подобных состояний врачи ставят диагноз микроинфарктов и микроинсультов. И третья поза – это поза с отведенной в сторону рукой в течение ночи. В руке возникает чрезмерная нагрузка на мышцы, что ведет к нейропатии. То же самое происходит, если положить руку под голову. Как же все-таки правильно спать без вреда для организма? Оптимальным является положение лежа на боку. К преимуществам сна на левой стороне тела относятся улучшение процессов пищеварения и циркуляции крови, а также уменьшение симптомов изжоги. При этом на каком боку спать решать вам. Главный секрет здорового сна на боку состоит в том, чтобы держать спину максимально прямой во время сна. Если же позвоночник изогнут, то он находится в напряженном состоянии. А если это продолжается в течение длительного времени, то это выражается в постоянных болях. Подберите себе матрас, который будет обеспечивать поддержку вашего тела, поскольку именно от качества матраса в значительной степени зависит качество сна. Если ваш бюджет не рассчитан на покупку нового матраса, то попробуйте поместить небольшие полотенца, свернутые в трубочку в области шеи и талии. Это помогает снизить возможность возникновения после сна болезненных ощущений в области плеч и бедер. Матрас должен быть максимально удобным, так как именно эти точки тела испытывают наибольшую нагрузку, когда мы спим на боку. Друзья, мы постарались собрать в этом ролике максимально полезную информацию для того, чтобы вы смогли сберечь свое здоровье. Поэтому мы будем вам благодарны, если вы поставите лайк и подпишитесь на наш канал, а также нажмете на колокольчик. Всем пока!